Вот это вот такое буйное цветение у меня появилось после того, как мне посчастливилось попасть, потому что такой красоты у меня никогда не было. И вы знаете, благодаря каналу Натальи, на который я попала где-то примерно 1,5 года назад, у меня орхидеи зацвели просто не переставая и большим количеством цветов. Где-то примерно месяц назад я не удержалась посчитать, сколько цветов. То есть такого буйного цветения у меня никогда не было за все мое увлечение орхидеями примерно лет 6 назад. Раз начала цвести, я похвасталась человеку, который мне подарил, что твоя орхидея опять будет цвести. И после вопроса, а что она у тебя, тоже живут тут рядом со мной, и глядя в окна, где стоят мои орхидеи, они наслаждаются и тоже увлеклись орхидеями. Я, естественно, как смогла, поделилась с ними советами Натальи, и у них тоже стало все получаться, и они очень-очень благодарны. Но обычно я, если добавляю, то я добавляю, естественно, сок алоэ. И тут вот, и, пожалуйста, результат. 2 или 3 года у меня была одна орхидея, и спустя 8 лет у меня... Спасибо вам большое за вашу помощь, за ваши знания, которыми вы делитесь. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». На канале зрители учатся постигать и понимать орхидеи, учатся сами и передают эти знания другим. Знания и опыт канала шагают по планете. Сегодня своим опытом воплощения знаний канала в жизнь с нами поделится Жанна. Жанна пыталась показать нам свои результаты еще в марте этого года. Но, как оказалось, снимать видео для канала не такая простая задача, как кажется. Видео должны быть обязательно в горизонтальном формате 16:9. А Жанна 2 раза подряд и в марте, и затем в мае снимала вертикальные видео. Тем не менее, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Жанне удалось снять видео в горизонтальном формате, и теперь я могу показать вам всю эту невероятную красоту. Все, что я знаю о зрительнице, получившей такие грандиозные результаты в цветении орхидей, так это то, что ее зовут Жанна. Жанна, если вы смотрите это видео, напишите в комментариях, в какой стране и в каком городе вы живете. Ну а теперь, друзья, давайте послушаем рассказ Жанны и посмотрим на эту неземную красоту. Добрый день, Наталья и подписчики канала. Я хотела бы не столько показать, сколько похвастаться. Благодаря каналу Натальи, на который я попала где-то примерно 1,5 года назад, и стала смотреть все видео, пересматривать их несколько раз, у меня орхидеи зацвели просто не переставая и большим количеством цветов. Вот посмотрите, вот эта орхидея, которую мне подарил мой сын где-то года 2, может 3 назад. И она цвела, ничего не могу сказать, где-то примерно 7-8 цветов. Посмотрите, что творится в этом году. 2 цветоноса, вернее он один, но он раздвоился. И вот еще идет 3. То есть такого буйного цветения у меня никогда не было за все мое увлечение орхидеями. Примерно лет 6 назад я ими увлеклась. Мне подарили лет 8 назад орхидею, она у меня была пару лет. И когда она в очередной раз начала цвести, я похвасталась человеку, который мне подарил, что твоя орхидея опять будет цвести.
И после вопроса, а что она у тебя жива, я начала читать, смотреть. И тут вот, и, пожалуйста, результат. 2 или 3 года у меня была одна орхидея, и спустя 8 лет у меня вот такое количество. У меня еще есть там несколько, но они пока еще не цветут. Вот. Но виновницей всего этого вот эта орхидея, всего этого видео, потому что я, когда начала поливать эту орхидею, где-то примерно месяц назад, я не удержалась посчитать, сколько цветов. Оказалось 30. В это воскресенье, когда я поливала, я видела еще раньше, что цветоносы начинают, продолжают свое цветение. И вот я увидела, посмотрите, еще уже сформировавшиеся бутоны. Я посчитала, здесь где-то примерно около 40. Плюс вот еще один начинает свой рост. То есть я даже не знаю, сколько всего здесь получится цветов. И вот это вот такое буйное цветение у меня появилось после того, как мне посчастливилось попасть на канал Натальи. Я потихонечку, не сразу, скажу честно, не сразу стала следовать советам Натальи, но постепенно я начала пересаживать свои орхидеи вот в такие кашпо, которые я тоже подсмотрела у Натальи, и погружать эти кашпо в воду. У меня есть такой специальный пластиковый контейнер, куда все эти кашпо по очереди я помещаю. И, конечно же, потом я их в тот момент, когда они находятся у меня в кашпо с водой, то я еще и их вот так вот со всех сторон опрыскиваю. Но я еще опрыскиваю, вот я поливала их буквально, сегодня у нас среда, я поливала их в воскресенье. И вот я сейчас смотрю, что их тоже можно. Я не каждый день опрыскиваю, но опять же, в зависимости от погоды. Ну, вот так вот я прохожу и со всех сторон, просто одной рукой не очень удобно. Я еще их опрыскиваю, то есть там раз хотя бы 2-3 дня. Вот. Если погода стоит более жаркая, то я могу и каждый день. Вот. А практически все эти орхидеи подарены моими детьми, моей дочкой. Вот это вот она мне подарила вот такую прекрасную орхидейку. Вот это тоже подарок. Вот это вот недавно, поэтому она еще даже у меня толком не посажена. Вот это мне муж подарил, вот эти вот нежные. Они были 2 в одном горшке. Не в горшке, а в таком кашпо. 2 орхидеи, и у нее 4 цветоноса. И вот это вот уже появилось после того, как она появилась у меня дома. То есть продолжается цветение. А вот это мне сын подарил буквально месяц, 3 недели назад. Вот, он сказал, что он долго-долго стоял в магазине, выбирал, потому что не мог вспомнить, какого цвета у меня нет. Оказалось, что такой орхидеи у меня нет. Так что вот посмотрите, пожалуйста. Я, конечно же, напишу больше в описании про свой опыт, про свои знания, которые я постоянно смотрю и продолжаю черпать из видео, которые Наталья снимает. Я очень благодарна, потому что такой красоты у меня никогда не было. И вы знаете, мои знакомые, которые тоже живут тут рядом со мной, и глядя в окна, где стоят мои орхидеи, они наслаждаются и тоже увлеклись орхидеями. Я, естественно, как смогла, поделилась с ними советами Натальи, и у них тоже стало все получаться, и они очень-очень благодарны. Спасибо большое, и
буду продолжать следовать советам Натальи, и если будет возможность, буду снимать видео про мои орхидеи. Научиться снимать видео в правильном формате для того, чтобы показать свои достижения другим, тоже можно. Первое, что нужно сделать, это правильно повернуть телефон при съемках и держать его не в привычном вертикальном формате, а в горизонтальном, то есть параллельно горизонту. Камера смартфона при этом должна находиться в левом верхнем углу. Вот сейчас вы видите видео, снятое правильно в горизонтальном формате 16:9. А сейчас я покажу вам кусочек видео, которое Жанна снимала в мае в вертикальном формате. Так вот, сегодня я решила их напоить просто обыкновенной водой. Ну, в смысле, без каких-то добавок. Но обычно я, если добавляю, то я добавляю, естественно, сок алоэ. Надеюсь, вам удалось понять разницу. Делитесь своими достижениями и своими результатами, и помните, что эти видео будут храниться на канале годами и послужат еще не одному поколению новичков. Ну а для тех, кто только-только попал на канал, я хочу повторить еще раз. Самый главный плейлист для изучения – фаленопсисы «Вопросы по уходу». В этом плейлисте вы найдете ответы на все самые животрепещущие вопросы об орхидеях. Как и когда правильно пересадить орхидею и нужно ли это делать? Как правильно поливать орхидеи? Когда вы дождетесь цветения и как правильно сформировать цветонос орхидеи? Тысячи вопросов, заданных зрителями, и тысячи ответов на них. Все эти вопросы и ответы хранятся в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Смотрите канал и желательно делайте это с самого начала. И тогда практических вопросов по уходу за орхидеями у вас не останется. Я очень надеюсь, что Жанна покажет нам свой чудесный биглип в новом полном распуске, когда все 40 цветов на нем распустятся. А теперь еще буквально минутку о предстоящих или грядущих перспективах. Помните, я говорила вам, что у нас будет повод встретиться еще в одном видео об офиопедилумах. Этот повод уже появился, и повод очень ароматный, но я хочу, чтобы предстоящее видео было еще более информативно насыщенным. Поэтому прошу всех заинтересованных в комментариях под этим видео сформировать перечень вопросов, которые, возможно, еще остались. Не забывайте, именно общими усилиями мы делаем контент на канале более разнообразным, насыщенным и интересным. Делясь своим мнением или впечатлениями под видео, делясь самими видео со всеми заинтересованными, мы делаем одно общее дело. И если вы только-только попали на канал «Классика орхидейного жанра» и тоже хотите стать частью нашей интернациональной или многонациональной орхидейной семьи, смело жмите на кнопку «Подписаться». А теперь пришло время напомнить вам, что 15 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, не забудьте написать об этом в комментариях и поблагодарить автора за предоставленные видеоматериалы. Пишите обо всем. Какие темы сейчас для вас актуальны? О чем бы вы хотели послушать в следующих видео? А у меня продолжают зацветать экспериментальные орхидеи, как моноподиальные, так и симподиальные. Орхидеи, выращенные из одной бульбы и зацветшие самых странных цветоносов. А это значит, что впереди у нас очень много интересного, и я всегда вас жду на канале «Классика орхидейного жанра».